Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы познакомимся с самыми впечатляющими и удивительными существами нашей планеты, самыми большими представителями членистоногих. От гигантских ракообразных до крупнейших насекомых мы погрузимся в изумительный мир крупнейших членистоногих, изучая их уникальные характеристики и особенности. Мы узнаем о существах, обладающих внушительными размерами, удивительной анатомией и захватывающим поведением. Кто-то из них считается деликатесом, кто-то находится на грани вымирания, кто-то еще мало изучен, но абсолютно каждый из них достоин вашего внимания. Готовы отправиться в это увлекательное приключение и узнать о самых величественных обитателях нашей планеты? Тогда давайте начнем знакомиться с самыми большими членистоногими. Императорский скорпион. Этот ядовитый красавец открывает наш топ-10 самых больших членистоногих. Императорский скорпион вырастает в длину до 20 сантиметров. Самцы весят около 30 грамм, а самки в период беременности набирают до 50 грамм. Представители этого вида выглядят достаточно устрашающе. Длинное черное тело, мощные педипальпы и крупные клешни черно-красного цвета с зазубренной внутренней стороной, которыми они удерживают и разрывают пищу. А еще особенностью скорпиона является ядовитая железа на хвосте – метасоме, которой он убивает добычу и защищает себя от более крупных животных. Императорские скорпионы не агрессивны, ужалить могут только молодые особи или самки с выводком. Они активны ночью, когда охотятся на мелких беспозвоночных. Встретить этих паукообразных в природе можно в Западной Африке, в тропических и экваториальных дождевых лесах. А также они очень популярны при домашнем разведении в террариуме. Гигантский паук-охотник Heteropoda maxima. Арахнофобы, пожалуйста, отойдите от экранов. Мы представляем огромного паука размером с тарелку, с самыми длинными ногами. Размах его конечностей достигает от 25 до 30 сантиметров. По этим показателям нет равных среди ему подобных. Длина тела самок составляет до 46 мм, самцов примерно 30 мм. Уникальная членистоногая имеет коричневато-желтый окрас. Голова-грудь и педипальпы украшены темными пятнами. Гигантский паук-охотник обитает в Юго-Восточной Азии, в лаосской провинции Кхамуан. Он селится в труднодоступных местах, предположительно в пещерах. Однако, в отличие от других пауков, населяющих пещеры, его глаза не редуцированы. К сожалению, об этих интересных пауках очень мало известно. Терафоза блонда или птицеед Голиаф. Если по длине ног паука Heteropoda maxima никто не переплюнет, то по размерам тела его превзошел паук Терафоза блонда. Это животное является самым большим пауком в мире и одним из самых больших представителей членистоногих. Крупнейший представитель этого вида был найден в 1965 году в Венесуэле. Размах его ног достигал 28 сантиметров. Если измерять только тело, то самки Терафоза блонда вырастают до 10 сантиметров, а самцы до 8,5. Длина и ширина спинного щита одинакова. Тело птицеедов окрашено в темно-коричневый цвет и покрыто плотными волосками. Ареал обитания членистоногих гигантов – Южная Америка, в частности Бразилия, Венесуэла и Суринама. Как ни странно, но птицеед не питается птицами. Обычно он ест более удобную пищу – червей, насекомых и земноводных. Хотя это имя дал ему исследователь, который наблюдал, как один паук ест колибри. Но это было, скажем так, исключение из правила. Многоножка Скалопендра гигантеа. Знакомьтесь, это гигантская скалопендра, маньяк и каннибал среди членистоногих. Она встречается в тропиках и субтропиках Южной Америки, а также на Ямайке и Тринидаде. Влажная почва, гнилая древесина и лесная подстилка – ее любимые места для обитания. Тело скалопендры имеет длину примерно 40 сантиметров и состоит из 21-23 сегментов, покрытых прочным экзоскелетом. На каждом сегменте расположены пара желтых или оранжевых ножек с коготком. Передняя пара ног превратилась в ногочелюсти, соединенные с ядовитыми железами. Задняя пара – волочащиеся большие ноги, помогающие скалопендре передвигаться. Гигантская скалопендра – прожорливый и активный хищник, атакующий практически любое животное, которое может одолеть. Обычно она питается мелкими беспозвоночными, в тело которых сначала впрыскивает яд, а затем пережевывает.
Для человека яд скалопендры не опасен, но ее укус малоприятен. Пальмовый вор или кокосовый краб. Одно из самых крупных наземных членистоногих относится к семейству раков-отшельников. Почему же его называют крабом, если он рак? Его тело имеет круглую форму, как у крабов, а не продолговатую, как у раков. В длину он вырастает до 40 сантиметров и выглядит достаточно массивно, ведь весит около 4 килограммов. Приставка «кокосовый» появилась у краба благодаря огромным клешням, которыми он с легкостью раскалывает кокосовые орехи. Содержимое кокосовых орехов и плоды пандана – это его основной рацион питания. Но в принципе он является всеядным существом и может употребить в качестве пищи все, что найдет. А пальмовый вор, потому что животное как бы ворует кокосы с пальм. Кокосовые крабы распространены в тропиках на островах Индийского и западной части Тихого океанов. Они живут поодиночке в земле в неглубоких норках, которые сами роют клешнями и застилают волокнами от кокосов. Палочник Фобоэтикус чани. Палочник чани является самым длинным и самым хрупким насекомым в мире. С вытянутыми конечностями длина этого экземпляра мегапалочника составляет 56,7 см. Длина тела без учета ног составляет 35,7 см. Как и его сородичи, на вид палочник чани напоминает тонкую ветку дерева. Большую часть времени он сидит неподвижно среди листьев, которыми также и питается. Удивительные насекомые обнаружили в Юго-Восточной Азии, в самых укромных местах острова Калимантан, сравнительно недавно, в 2008 году. Свое название палочник получил в честь китайского энтомолога-любителя Датука Чаня Джаолуня, который первым стал его изучать. Всего было найдено лишь несколько экземпляров этого вида, поэтому образ жизни этого членистоногого пока что мало изучен. Тасманийский гигантский пресноводный рак Астакопсис голди. Самый большой рак в мире является эндемиком Тасмании. Его размеры – это что-то невероятное, сравните сами. Среднестатистический рак имеет порядка 10 сантиметров, а тасманский может вырасти до 80 сантиметров при весе 5 килограммов. Но достичь таких размеров ракам редко удается. В среднем они вырастают до 40-60 сантиметров и весят 3-4 килограмма. Дальше не успевают, их вылавливают. Из-за неконтролируемого вылова тасманские раки стали исчезающим видом. Сегодня даже особь весом 2 килограмма – редкость. От человеческих рук животных не спасли ни устрашающие размеры, ни сильные клешни, способные легко отрубить палец. Официально вылов этих раков запрещен с 1998 года. Максимальный штраф за нарушение запрета достигает $10 000. Мечехвост. Мечехвост – это одно из самых древних животных нашей планеты. Этот вид населяет Землю уже около 425 миллионов лет. Их предки жили еще до динозавров, представляете? В настоящее время эти животные встречаются в основном на мелководьях тропических морей Юго-Восточной Азии и Атлантического побережья Северной Америки на глубине 10-40 метров. Однако способны проникать в пресные воды и устья рек. Мечехвосты вырастают в длину до 60 сантиметров и весят до 4,5 килограммов. Их тело делится на две части – голова-грудь и брюшко. Со стороны спины животные покрыты собственными частями спинного щита – карапакса. На заднем конце тела расположен длинный мечевидный хвостовой шип, благодаря которому эти существа получили свое название. А еще мечехвосты имеют голубую кровь, 9 глаз, которые позволяют им видеть вокруг себя на 360 градусов, и 6 пар ног. Они всеядные, но не имеют зубов, поэтому вынуждены поглощать пищу по кусочкам. Удивительное создание. Американский омар или лобстер. А вы знали, что омар и лобстер одно и то же? Первое название происходит из Франции, а второе – из Англии. Нежное белое мясо этого десятиногого ракообразного мечтает отведать каждый гурман. Оно довольно вкусное и считается деликатесом. В природе американский омар обитает в северо-западной Атлантике, от Канады до мыса Гатерос в Северной Каролине. Это существо – типичный одиночка, который избегает контактов. Днем он прячется в укрытии, а ночью выходит искать падаль. Реже водоросли и живую добычу, чтобы поесть. Обычно американские омары вырастают в длину до 60 сантиметров и весят до 4 килограмм.
Самая длинная пойманная особь имела длину тела 64 сантиметра, а с клешнями более 1 метра. Также, по данным книги рекордов Гиннесса, в 1977 году у берегов Канады был пойман самый тяжелый представитель этого вида, который весил 20 килограммов. И как его только удалось вытащить? Японский краб-паук. Этот длинноногий красавец завершает наш топ-10. Один из самых крупных представителей членистоногих имеет длину карапакса 45 сантиметров, а в размахе первой пары ног достигает невероятных 3 метров. Одна нога почти равна росту среднестатистического человека, а максимальная длина тела с ногами выходит до 4 метров. Просто взрыв мозга. Японский краб-паук весит примерно 20 килограммов. Карапакс краба снабжен обилием шипов и бугров и заканчивается рострумом, острым шиповидным наростом. А еще он имеет очень мощное оружие – большие 40-сантиметровые клешни. Японский краб-паук обитает в Тихом океане у побережья Японии на глубине от 50 до 300 метров. Он питается моллюсками и остатками животных и может жить до 100 лет. Этот вид крабов является предметом промысла, ведь его мясо считается деликатесом. На этом у нас все, друзья. Это была десятка самых больших членистоногих на планете. Согласитесь, встретив этих гигантов вживую, можно испытать не только иррациональный страх, как при виде маленького паучка, но и вполне реальный. Делитесь с нами в комментариях, как вы относитесь к членистоногим. И какой гигант из нашего видео больше всего пришелся вам по душе. Нам будет интересно почитать.